Всем салют, это 10-й юбилейный выпуск с обзором матчей чемпионата мира по хоккею 2024 года. Сегодня было сыграно всего 4 матча, но зато каких, просто огнище. Норвегия, Австрия, США, Казахстан, Словакия, Латвия и Швейцария, Канада. В ближайшие 10 минут вы узнаете, кто новый лучший бомбардир ЧМ, как сыграли лидеры группы А Швейцария с Канадой, сможет ли Казахстан гарантировать себе место в элите, обыграв США, получится ли у Словакии официально выйти в плей-офф. Но перед этим у меня к вам огромная просьба поставить лайк на это видео, а также подписаться на телеграм-канал, где каждый день выходит максимально оперативная информация, какие-то мои рассуждения, интересные викторины и опросы на тему хоккея. Ссылка в описании, а QR-код на вашем экране. Если хотите поддержать или отблагодарить меня, вы это можете сделать по второй ссылке в описании или по QR-коду слева на вашем экране. Большое вам спасибо, только с вашей поддержкой я смогу продолжать вести этот канал, ведь на нем пока нет ни единой рекламы. Начнем мы с самого, наверное, бессмысленного матча игрового дня Норвегия-Австрия. Им вообще наплевать, как сыграют, никто из них ни на что не претендует и не решает никакие задачи. После 5 сыгранных матчей норвежская команда опережает в таблице лишь Великобританию, не набравшую ни одного очка. Австрия же показали себя настоящими мужиками с огромными яйцами как минимум на старте ЧМ, навязывая борьбу даже сильнейшим сборным мира. К сожалению, после этого сил осталось уже мало, так что на следующий день не удалось оказать сопротивление сборной Чехии. Давайте посмотрим, каким выдался этот матч, когда команды чисто на спокойном. Первый игровой отрезок был довольно тухлым, много возни в центре поля, но преимущество все-таки было за Австрией. Но лишь ко второму периоду они смогли конвертировать это преимущество в заброшенные шайбы. Первым отличился Шнайдер, мощнейшим щелчком реализовав большинство, а через 40 секунд Жвегер сделал счет 2-0. Но и это было еще не все. Чуть позже Шнайдер оформляет дубль, идентичная комбинация первому голу. Но во втором у Австрии просто залетало все. В третьем Ингер Баттен подарил небольшую надежду на камбэк для сборной Норвегии, сделав счет 3-1. Норвежцы даже сняли вратаря, но быстро получили шайбу в свои ворота 4-1. Матч окончен. Я сейчас посмотрел таблицу, и зря я сказал в самом начале, что Австрии ничего не надо от этого матча. Именно они сейчас занимают 4 место, и при условии, что они легко раскатают Великобританию в следующем туре, то Финляндии надо набрать минимум 4 очка в оставшихся 2 матчах с Данией и Швейцарией. Ой, как это будет нелегко. А Норвегии завтра играть с Великобританией за сохранение прописки в элите. Будет очень интересный матч, вернемся к сегодняшней встрече. Статистика у вас на экране, а лучшим игроком, естественно, становится Шнайдер. Вот следующий матч просто огнище: США-Казахстан. США после 5 игр набрали 10 очков и занимают вторую строчку в группе Б. Остались матчи с командами, которые точно уступают в классе, поэтому именно их выигрывать и надо, если американцы не хотят занимать 4 место в группе и выходить на условную Канаду. Казахстан же сливает просто всем, селенок хватило только на сборную Франции, ну и сегодня, мягко говоря, шансов немного, к сожалению. Но давайте постараемся поболеть за команду Галыма Мамбеталиба, но у меня такое чувство, что он не справляется со своими задачами. На 5-й минуте Болди открывает счет, закатив шайбу в пустые ворота. А Ткачук удвоил преимущество, чуть позже подставив клюшку на пятаке. Дальше еще один щелчок, добивание и 3-0. Это был Нельсон. Дальше полетел и 4-й, у которого отличия особо не было от предыдущего, лишь в том, что забил его Ткачук. Вы будете смеяться, но и 5-й гол был чисто под копирку, наброс, добивание, шайба в сетке. На этот раз свою шайбу забил Бриндли. Это, кстати, его первая на текущем ЧМ. 6-й гол не заставил себя долго ждать, отличился Болди, был просмотр, но его все-таки засчитали. И после этого Болди гениально расчертил атаку и выкатил на пустые ворота для Люка Кунина. А это еще только второй период заканчивался, в третьем ничего не поменялось. Ткачук оформил хет-трик.
Снова в большинстве, это уже 4-я шайба в неравных составах от американцев. Через 20 секунд Хейс делает счет 9-0. Вот этого Казахстан уже терпеть не стал. А Мирбеков делает счет 9-1. И побегут ли они отыгрываться? Не. Гудро оформляет 10-ю шайбу для сборной США, что тут можно комментировать. Итоговый счет 10-1. Это НХЛ и КХЛ, просто уровень совсем разный. Как можно показывать настолько бесхребетный хоккей? Такой команде, вот у меня честно подгорает немного, такой команде не место в высшем дивизионе. В следующем матче с Польшей все и решится. Просто еще раз скажу, днище. Слов нет, как и желание играть у казахстанцев. Унизительная статистика матча на вашем экране. Лучший игрок, я думаю, это Мэтт Болди. 2+4, просто гений. Так, предлагаю двигаться дальше. Перейдем к вечерней сессии Словакия-Латвия. Перед матчем и у игроков, и у тренерского штаба такое напряжение, что, возможно, весь стадион питается только от этой обстановки на площадке. Трансформаторная будка впервые почувствовала себя вообще бесполезной. Вы спросите, почему это такой важный матч? Предлагаю глянуть в таблицу. Этот матч последний шанс для сборной Латвии зацепиться за плей-офф. А словакам нужно просто защитить свой условный титул, как в боксе. А так Латвия довольно комфортный соперник для сборной Словакии. В последних 6 очных матчах Словакия держали 6 побед над своим оппонентом. Давайте насладимся этим матчем. Только за первый период они нанесли 20 бросков, но забить не удалось. Зато отличился Фрейсберг, но следующую заброшенную шайбу мы увидели только в начале 3-го периода. Поспешил сравнял счет 1-1. Ну и так команды достаточно аккуратно пытались докатать до овертайма, как в это спокойствие и умиротворение вмешался Цегларик. На табло было 58-16, и Латвии нужно было отыгрываться. Цибульский говорит окей и сравнивает счет буквально через 24 секунды после пропущенной шайбы, переведя все-таки игру в овертайм, а там и в буллит, где сильнее оказались все-таки латыши. Победную шайбу в свой актив записал Лучмелис. Вот это матч, вот это накал, отличной скорости, отличной шайбы, и теперь гонка за плей-офф будет еще более ожесточенной. Конечно, словаки в этом матче были посильнее, но Латвия красавчики, что не сдались и сохранили интригу борьбы за плей-офф до последнего тура. Для этого нужно будет переиграть США, а Словакия должна проиграть свой матч шведам. Сложно, но выполнимо. Лучший игрок матча Индрашис с 2 ассистами, а статистика у вас на экране. И последний матч, о котором сегодня хотелось бы поговорить, он ничем не хуже предыдущего, это Канада-Швейцария. Швейцария прекрасно выступает на этом чемпионате мира и пока идет без поражений. Хотя и большинство соперников были намного ниже уровнем, но это не проблема Швейцарии. Да и условных чехов они тоже выиграли. Канада также остается непобежденной на этом ЧМ, потеряв очки только в том самом невероятном матче с Австрией. Теперь канадцы делят 2-е место с сегодняшним соперником и на 1 очко отстают от лидирующей Чехии. Но победитель сегодняшнего матча за тур до финиша группового этапа ЧМ выйдет на чистое 1-е место. Обе команды претендуют на титул чемпиона. Думаю, этот матч коллективы начнут довольно аккуратно и прагматично. Кстати, последние 2 очные встречи остались за красными крестами. Бегом уже смотреть этот матч. В самом начале матча Швейцария словила глупое удаление на 2-й минуте, за что Козенс максимально оперативно наказал. Казалось, после такого можно и поплыть, но тут канадцы сами предоставляют шанс отыграться. А мы знаем, что у Швейцарии одна из лучших бригад по реализации большинства на всем ЧМ. И Фиала это снова доказывает. Великолепный им бросок. А уже в начале 2-го периода Лёфель зарядил от синий и вывел команду Красного Креста вперед 2-1. Но дальше снова удаление, на этот раз вообще 5-минутное за удар коленом. И в штрафной бокс отправился тот самый Фиала. Канада просто пошла в разнос. Сначала Козенс сделал дубль, а затем помог отличиться Нику Полу. Вот уже и 3-2, вот вам и 5-минутное удаление. Но комбинация, нужно отметить, шикарная. Матч так и закончился, спасибо командам за этот плотный замес, отличный хоккей, честно, самый, наверное, эмоциональный матч игрового дня. Канада в заключительном туре сыграет с чехами, а Швейцария проверит свои силы с финнами.
Статистика этого матча у вас на экране. Лучший игрок это, конечно же, Козенс, тут безальтернативно. Вот и все, к завершению подошел 10-й игровой день. Мы посмотрели парочку очень интересных матчей. Лично для меня это был один из лучших дней всего ЧМ. Хочется отдельно отметить швейцарцев и словаков. Отличная игра, капитальные красавчики. На этом у нас все. Итоговые результаты и таблицу вы сейчас видите на своем экране. Пишите, какие матчи вас порадовали больше всего. А если вам понравился такой формат, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Видео о ЧМ выходит каждый день. Не забывайте про Telegram и Boosty, ссылка в описании и на вашем экране. Спасибо еще раз за просмотр. Все больше хоккея.